Война в Украине, развязанная Путиным, продолжается почти 8 месяцев. Чудовищные последствия этого решения страшно ударили по украинцам, ощутимо прошлись по россиянам, шокировали весь остальной мир. В последние месяцы жители всей планеты регулярно наблюдают грозные размахивания ядерной дубиной. И единственное, о чем сейчас может спорить цивилизованный мир, так это о том, с кем он имеет дело в лице Путина – с безумным маньяком или с расчетливым террористом. Если все-таки с террористом, то какова логика его решений? Какие тактические цели он перед собой ставит и какие средства имеет для их достижения? В конце недели в газете The Sunday Times вышел большой материал профессора политологии Марка Галлиотти «7 неожиданных ловушек, в которые угодил Владимир Путин». Марк Галлиотти – британский политолог, профессор Центра международных отношений Нью-Йоркского университета. Галлиотти – признанный специалист по международной преступности и проблемам безопасности, связанным с Россией и ее спецслужбами. В материале, о котором сегодня пойдет речь, автор разобрал 7 структурных просчетов системы в сложившейся ситуации. Посмотрим, какие проблемы у российской власти нашел авторитетный иностранный аналитик. После каждой заметной неудачи на фронте в ультрапровоенном Z-сообществе поднималась волна критики в адрес военного командования России. Так вот, взрыв на Крымском мосту породил просто цунами упреков. Они и породили проблему первую из записанных – ловушку на поле боя. О чем это? О кадровых перестановках и их последствиях. Новым командующим спецоперацией был назначен Сергей Суровикин, генерал Армагеддон, как его прозвали, получивший такое прозвище за специфичный характер и бомбардировки Сирии. Те самые, после которых города вместе с людьми превращались в груды камней. В общем, предполагалось, что уж новый-то командующий как возьмется за дело, как учинит вообще совсем конкретную спецоперацию. Но объективная реальность такова, что даже самому страшному генералу для успешных боевых действий нужны ресурсы. А с ресурсами у российской армии серьезные проблемы. Военная инициатива давно на стороне украинцев, и особенно в южных регионах. И они будут использовать ее, и уже используют, по полной программе. А в распоряжении российского командования что? Свежемобилизованные гражданские с почти полным отсутствием военной подготовки и мотивации. Ну и внушительный запас ракет, впрочем, исчерпаемый. Расстрел украинских электростанций, жилых домов, детских площадок и других невоенных объектов, безусловно, впечатлил весь мир своей тупостью и жестокостью. Но на состояние дел на фронте не повлиял никак. В Херсонской области ВСУ продолжают успешное наступление. И ровно в это время у российской стороны сокращается запас оружия, а пополнить его, особенно в условиях санкций, не так-то просто. По некоторым данным, Россия истратила уже до 80% своих «Искандеров». Запас калибров тоже ощутимо поредел. И теперь высшее командование бьет тревогу и призывает экономить вооружение. Если не для наступления, то хотя бы для обороны. Новоявленный же командующий на потеху публики лупит ценным оружием по невоенным объектам. Генералы хватаются за головы, поле для дальнейших маневров уменьшается с каждым новым шагом. Дальше ловушка политическая. Образ Путина, арбитра, который ловко балансирует интересы партии мира и партии войны в российских элитах, чем дальше, тем больше рассыпается. Экономика регионов и так изрядно потрепанная из-за войны и санкций, объявленную мобилизацию рискует просто не вытянуть. На войну и обеспечение контроля над захваченными территориями в 2023 году планируется направить почти треть всего бюджета. В 2 раза увеличиваются расходы на внутреннюю безопасность, то есть на работу ФСБ, МВД, Следственного комитета, Генпрокуратуры, ФСО, Росгвардии и ФСИН. А на поддержку экономики закладываются существенно меньшие суммы. К тому же сейчас на фронт уходит, а также из страны уезжает самая трудоспособная и экономически активная часть общества. А перспективы возвращения и мобилизованных, и уехавших туманны. Потребление сокращается, никто не знает, чего ждать от завтрашнего дня. На полгода вперед не планируют даже самые смелые оптимисты. Жестокая бомбежка украинских городов была, по мнению Галлиотти, попыткой удовлетворить партию ястребов. Да, Рамзан Кадыров порадовался и выдал одобрительный пост. Да, пропагандисты и военкоры сплясали на костях погибших украинцев. И, собственно, все. Радости для всякого мудачья на полдня, а военного смысла 0.
В общем, баланс интересов блюсти не выходит, и каждый следующий шаг еще сильнее выводит систему из равновесия. Война не заканчивается. Экономика с трудом обеспечивает мирные и военные потребности одновременно. Маневрировать между голубями и ястребами становится все сложнее. Тактика и нашим, и вашим, похоже, больше не работает. Следующее проблемное место автор назвал ловушкой социального контракта. Потому что объявленная Путиным частичная мобилизация, на самом деле обычная полноценная мобилизация, в клочки разорвала два базовых социальных контракта, на которые долгие годы опиралась российская власть. Первый – контракт с обществом. Как все выглядело весной? Нет никакой войны, а только аккуратная профессиональная спецоперация. Живите как обычно, граждане дорогие. Наша вторая армия мира скоро достигнет всех поставленных целей и решит все поставленные задачи. А осенью получите, распишитесь. Ждем вас завтра в 7 утра с вещами в военкомат. И никого не волнуют твои дети, твоя работа, здоровье. Есть у тебя бронь или нет. Пожалуйте в окоп. Государство грубо вломилось в частную жизнь своих граждан. Вломилось, чтобы принести страх, боль, смерть и материальные проблемы. Поддержка президента даже в рядах самого лояльного электората посыпалась. Обещание властей не лезть в частную жизнь граждан в обмен на неучастие в политике нарушено самым вероломным образом. Никакой стабильностью больше не пахнет. Пахнет большой бедой. Второй социальный контракт, о котором идет речь в статье Галиотти – негласная договоренность с властями регионов. От вас полная лояльность Москве, а от центра – федеральные деньги. Ну и закроем глаза на ваши внутренние делишки. Теперь всю грязную работу по мобилизации скинули на губернаторов, и общественное беспокойство – это только местная проблема. Москва тем временем ждет выполнения планов по мобилизации и, конечно, пожертвований на восстановление аннексированных территорий. А что взамен? А ничего. Разве что персональные санкции от Запада. Такое положение дел, по мнению Галиотти, неизбежно станет проблемой для Кремля. Дальше. Ловушка разъединения. Это про центр и регионы. Крепкая вертикаль власти с самого начала правления была фишкой Путина. На этой идее росла его привлекательность для избирателей. Все, что отличалось от концепции вертикали, представлялось каким-то разрушительным хаосом, который непременно сметет российскую государственность. От региональных властей требовалась безусловная поддержка любых федеральных инициатив. И только на таких условиях эти самые власти могли оставаться на своем месте. Сегодня центр, кроме формального одобрения, требует от регионов больше денег, людей и прочих ресурсов. Больше, чем те в состоянии дать. Требует в тот момент, когда Кремль объективно слабеет. Да и ресурсы государственного бюджета в принципе сокращаются. Что делают в этой ситуации местные элиты? Уж точно не радеют об интересах центра, скорее судорожно набивают собственные карманы. Одновременно не забывая кивать, что, дескать, да, одобряем и поддерживаем. Марк Галиотти ссылается на утечки из внутреннего отчета Следственного комитета, в котором говорится о заметном росте хищений со стороны региональных элит. Странно было бы ожидать иного от системы, построенной на вранье, приписках и воровстве. Теперь поговорим о рычагах влияния и соответствующей ловушке для Путина. В здоровой политической системе региональные власти представляют перед федеральным центром интересы своих жителей, своих избирателей. В современной России наоборот. Власти областей и республик вместе с населением – это ресурс для центра. Вроде нефти или газа. Ресурс, которым можно по максимуму пользоваться в условиях войны, ничего не давая взамен. Попытки главы Дагестана Сергея Меликова добиться от Кремля передышки в мобилизации не увенчались успехом. Несмотря на огромные, по данным Медузы, самые большие в России, потери в войне, несмотря на серьезные протесты. Но Москву не интересуют проблемы, ей нужен результат. Объективная реальность при этом такова. Путин остро нуждается в лояльности регионов. И, по мнению Галиотти, это рычаг в руках региональных лидеров. К примеру, Рамзан Кадыров пользуется этим рычагом довольно давно и вполне успешно. Известно, что федеральные субсидии составляют 80% бюджета Чечни. Москва щедро оплачивает любые хотелки чеченского главы, опасаясь сепаратистского хаоса. И не безосновательно, надо сказать, учитывая бэкграунд республики. А позволить себе новую гражданскую войну на южных окраинах Россия никак не может.
Помните, мы говорили про неизбежный рост преступности в связи с войной? У него есть еще один аспект. Автор статьи называет его ловушкой гангстеризма. Если по-нашему, бандитской просто ловушкой. Марк Галиотти полагает, что вся система путинской власти годами строилась на стравливании элит. Поощрять тихую грызню за власть и деньги, поместив себя на место главного арбитра в этих схватках. Ничего нового, разделяй и властвуй. Но сейчас Путин слишком занят войной с Украиной, и грызня становится громкой, а конфликты открытыми. Средства же их ведения откровенно бандитскими. Автор предполагает, что прокатившаяся волна загадочных суицидов среди крупных бизнесменов и чиновников – это свидетельство, что убийство как рабочий инструмент для ведения бизнеса снова стало в России актуальным. Или, например, публичные и совершенно оскорбительные угрозы со стороны Кадырова и Пригожина в адрес министра обороны Шойгу и генералов, командующих целыми фронтами. Не дискуссия официальных лиц, а какая-то перебранка в баре. Такое ощущение, что всякий налет цивилизации с людей во власти стремительно слетает. И следующим шагом стоит ждать публичного мордобоя и перестрелки под стенами Кремля. В Татарстане свои погремушки. Региональный лидер Рустам Минниханов знает, что его нефтяные активы – объект пристального внимания Кремля, а вверенный ему Татарстан федеральные власти вообще под лупой рассматривают. Экономически успешная национальная республика давно уже индикатор разного рода напряженности, хоть региональной, хоть этнической. Так что Минниханову приходится смотреть разом во все стороны, как бы чего нехорошего не получилось. Страна стремительно скатывается в такую реальность, где ценой просчета в борьбе элит становятся не деньги, и не влияние, и даже не свобода, но жизнь. Физическое существование конкретного человека и его близких. Итоговая проблема, описанная в статье – вложенные, неочевидные ловушки внутри других ловушек. Как считает британский политолог, на сегодняшний день нельзя говорить о реальных угрозах существованию режима. Выстроенные за 30-летия путинского правления системы скрипят, шатаются, но пока работают. И конкуренция за благосклонность президента внутри элит пока существует. И о каких-то оппозиционных объединениях речи не идет. Но трещины в системе есть. И по мере того, как их становится больше, нарастает стресс. Во всех ветвях власти и в обществе в целом нарастает. В этих условиях реальные, а не показательные усилия элиты скорее сосредоточат на своих собственных интересах. По данным того же закрытого отчета Следственного комитета, на который ссылается Галиотти, предполагается, что до четверти средств, выделенных на обеспечение мобилизации, может быть уже украдено на местах. И судя по многочисленным свидетельствам, как мобилизованные греются у костров, ночуют под открытым небом и сами себе форму и перевязочный материал добывают, верится в такое легко. Выстроенная Путиным система управления страной была плохим, однако условно годным механизмом в тех уникально благоприятных обстоятельствах, в которых эта система росла и крепла. Но вот нынешнее испытание реальной войной она выдерживает с огромным трудом. Еще едет, но уже стучит, дымит и временами глохнет. Каждая из описанных Галиотти ловушек пока не захлопнулась. Но пространство для любых маневров уже сильно ограничено, и похоже, что назад дороги больше нет. До завтра.